Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Карги. И это уже 4-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Эпизод 16. Джейн Банкнота. Джейн Банкнота. Чего? Джейн Банкнота. Не надо нам создавать сложности своими капризами, девочка. Стремление к совершенству — это хорошо. Но у всего есть лимит времени. И у футбола, и у бейсбола, акций, и даже секса. Глупые люди. Они недоделаны. Слишком недоделаны. Нельзя такое выпускать. Так мы не фальшивки. собираемся обманывать банки. Об этом говоришь только ты и твой компьютерный приятель. К тому же расходы уже стали больше обещанных $200 000. И срок вышел Ну понятно почему, Джейн Банкнота. 2 месяца назад. Опа, это плохо. Я так не думаю. Но некоторые подчиненные считают, что ты нас водишь за нос и считаешь за круглых дураков. Лео, продолжай работу. Их это обижает. Ну, извини, я с ними не во всем согласен. Но если это правда, я порву тебя на 1000 маленьких кусочков. Что, разве я похож на человека, который может ударить женщину? Да. Ведь не похож. Я много пропускаю. Это что сейчас было? Подумай о тех, кому придется тут убирать. Зачем ты это сделал? Теперь мы не сможем. Не сможем. Ладно, ладно, не плачь. Нам еще интересно твое хобби. И мы не любим зря тратить деньги. У тебя 48 часов, чтобы все закончить, девочка. Видимо, это Джейн Банкнота. И она фальшивомонетчица. И она просрочила все выплаты. Ей хана. Спорим, я знаю, к кому она обратится. Жарко. Блин. Жарко. Сколько я вчера выпила. Много. Видимо, очень много. Обычно дорогая Рави не стреляет, когда выпьет, но... Вот блин. Черт, да она... Вентилятор-то за что? Черт. Так жарко, а ведь это только утро. Нифига себе, она работает как бешено. Успеет, интересно? А вот так? Забираю. Черт. Пойду отолью. Потом еще сыгранем. Видимо, она в панике. 100% не успеет. Да я тебя не обманывал. Просто Господи, Открывай! ящик компьютерный. 90-е. О, Что за город такой? Столько подозрительных типов? Каково оружие пастыря? Псалмы, глава 23, стих 15. Если я пойду и долину смертной тени, это история про то, что пастырь взял с собой. ага. Чё? Модель Джерико. 941 FBL. Это еще что? То, что пастырь возьмет с собой? А ты как думаешь? Конечно, вот это. Вот дура. Он же был еврей, да? Естественно, у него была израильская модель. Слушай, ты лучше не спорь со мной, да? Жарко. Я бы не пришла, если бы знала, что у тебя кондиционер не работает. И катер в доке. Невезуха. Да, ясно, мне тоже неохота твое нытье слушать. Смени пластинку. Например, расскажи, как там твой морячок поживает. Кто? Рок? Скоро уже год будет. А, Да ну этого Рока. Не вылезает из своего костюма. Попадает в заложники. И шутки у него тупые. Черт. Да это тут при чем? Ты уже с ним того или не того? ага.
Ну расскажи, а то скучно. Жарко. Черт, мне тоже интересно. Может быть, Рэви захотел чего-то чистого хоть раз? Эй! Эй! За мной гонится! Помогите! Тебя зовут. Мы закрыты. Тебя зовут. Скорее! Откройте! Откройте! Пожалуйста, откройте! Знаешь, что сказал Иисус в 5 главе Евангелия от Иоанна? Просвети. Он сказал: не создавай мне тут проблем, сучка. Это же церковь! И что? Бога нет дома. Уехал в Вегас. Умоляю, за мной гонится. Мне больше здесь не на кого рассчитывать. Я приезжая. Ведь церковь должна помогать. Не туда Поверить ты. не могу. И это святая сестра? Не туда ты. В судный день заходи. Тогда Бог тебя и... А вот это святое. Джейн, не стоит этого делать. Пора возвращаться домой. Мистер Элвис, не надо. Я же вам говорил, вы не знаете этого города. Сестра, мне надо поговорить с этой девочкой. Эта сестра тебя сейчас башку оторвет. Да. Давай. Ага. Сукин сын. Ты мою выпивку пролил, сволочь. Ну что, доволен? Любой кретин, кто полезет, получит по полной программе. Тем более, если наедет на церковь. Да, ну, пожалуйста. Это наше гостеприимство. Черт возьми! Убейте! Убейте их! Стойте, не надо стрелять. Ни в коем случае. Стреляйте, болваны! Стреляй. Черт, они меня бесят. Сестренка, я помогу. Зови меня сестра, балбес. Незнакомое лицо, новенький. Да, я новый послушник Рикардо. Слышал про вас от сестрички. Зовите меня Рико. Рико, я же просила называть меня сестра. Рожа. Рэви, слышишь? Это я, Лобос. Прекратите стрелять. Черт! Это недоразумение, прошу вас. Просто недопонимание. Да пошел ты! Подумаешь, ошибка! Получай, мерзавец. О, а я уже Думаете, думал. что вам сойдет с рук то, что вы стреляли по церкви? Это беспредел. Нельзя. О боже, это бесполезно. Иисус не прощает. Да уж, да уж. Что это? Ну-ну. Да. Я же говорила тебе не носить это в церковь. Прочту 5 раз Аве Мария. А, ну, сестра. Ладно, потом разберем. Красивый пес. Надо показать этим неверующим, где они окажутся в очень скором времени. А отдача для тебя не очень, бабуля? Нифига себе. Черт, уходим. Элвис, ты тоже. Чертовы сучки! Я вам припомню! А Элвис молодец. Порошок сотру! А у Элвиса есть яйца. Это что? Да уж. Кто будет платить за ремонт, за патроны? Деньги просто выбросили за дверь. Кроме шуток. Ладно, теперь послушаем, что ты нам скажешь, девочка. Вот ты и заплатишь. Пираты Черной Давай лагуны. объясняй. За тебя впряглись. Хотя они сами этого и не хотели. Это картель Неверал. Ага. Флоридская часть семьи Джералама. Они наняли меня делать фальшивки старых долларовых купюр. Старых. Команда дизайнеров разбросана по всему миру, что благодаря интернету не проблема. Я объединяю команду, вроде лидера. Ну, и что ты натворила, что они за тобой гонятся? Ничего не натворила. Они просто ничего не понимают, и все. Послушайте, я взялась за эту работу, потому что могу сделать идеальные фальшивые деньги. Супер Z меня сильно удивили. У них отличная бумага. Но у нас смесь лучше. У нас отношение шелка к льняным волокнам точно 23 к 76,8. Что это значит? А есть люди, которые пытаются это сделать на лазерном принтере. Для меня это полный маразм. Но эти ребята хороши. У них есть даже специальный швейцарский печатный станок. Я бы убила кого-нибудь за такой. Но они его тщательно стерегут.
Одно время мы использовали принтер Heidelberg MF521. Но у него есть свои слабые стороны. Да нам Это очень пофиг! плохо. Раз уж ищете поддержки в своих планах, будьте так любезны раскошелиться. Я и так очень за недорого работаю, правда? Но есть еще проблемы. Печать серийных номеров на оттисках. Мы пробовали менять давление чернил Её в некоторых застрелят. местах с помощью резиновых Я вставок. даже слушать это уже Но не это хочу. не лучший способ. Ультрафиолетовые чернила дают более правильный красный тон на печати А она номеров. анализирует. И нет проблем с перекрытием на черном и зеленом. Но приходится быть осторожнее с печатью казначейства, иначе вокруг цвета поползут. Поэтому мы... Ладно, достаточно, да? Извини, что прерываю тебя на полуслове, но... Что? Скоро ты закончишь. Да. Может, ты еще битву за Ордены тут перескажешь? Битву за Орден. Сама просила. Что, скучно стало? Да. Кого-то она мне напоминает. Похоже на ту старую кошелку из детского приюта. Так или иначе, исследование требует времени и денег, поэтому... Достаточно. Кажется, мы поняли. Значит, ты попыталась их кинуть, верно? Вы говорите то же, что и эти козлы. Ладно, вот доказательства. Хочешь, чтобы мы проверили товар? Запросто за пару секунд. Смотри, картинка на полдюйма сдвинута. И печать казначейства слишком зеленая. И гравировка здесь лучше выглядит. Угадала? Правда? Значит, ты пошла бы по магазинам с купюрой, что у тебя в правой руке. Бедняжка, тебя сразу же забрали бы. Посмотри внимательно на знак печатного двора. Он тебя и подвел. Странные цвета и потеки краски. Обычное дело на купюрах 70-х годов. Но нет знаков Федерального резерва с буквой «М». Итак, ты доказала, что у Реви вместо глаз стекляшки. И? Ладно, верю. Теперь давай вернемся к теме. Я не уложилась во время. Ага. Но я не специально. Я работала изо всех сил. А. А эти застрелили моего помощника из Германии. Он обрабатывал информацию, которую присылали мои сотрудники. Все наши усилия пошли на смарку. Они не поняли. Поэтому мне это надоело. И я попрощалась с этими дикими гориллами. Вот и все. Сама виновата. Ну да, зато у тебя времени полно. Что? Я так и знала, что вам не понять. Играетесь тут со своими пистолетиками. Полицию Нью-Йорка по телеку смотрите. Между прочим, я и Опру Уинфри смотрю, веришь? Правильный ответ сразу после выстрела. На то видно воля Божья, девочка. Тебе повезло. Та, что целится в тебя из пистолета, может помочь тебе сбежать. Можешь оплатить расходы оттисками. Что у тебя-то? Не хочу отдавать недоделанные. Но ситуация критическая. Выбирать не приходится. Купите за 30 тысяч минус дорожные расходы. Да сложно все. Попросить к другому богу. Что? Вы не служители бога? Лука сказал, лучше заводить друзей, пусть и с неправедными деньгами. А мне все равно это. Пусть валит отсюда. Мне и не нужна ваша помощь. Спасибо, что помогли в трудный момент. Да пожалуйста. Ну, до свидания. Эй, минутку. Где будешь ночевать? Найду место. Если остановишься в каком-нибудь мотеле, в тебе дырок наделают раньше, чем ты успеешь носочки снять. Так что вот тебе вариант. Есть дешевое место, называется гостиница Рамсап, возле рынка Черквам. Скажешь, что ты из церкви, тогда тебя пустят. Это омерзительно. Я не сказала, что это бесплатно. Пожертвуй $300 на выходе. Понятно. Очень по-христиански. Договорились. Эй, Эда, что ты задумала? В смысле? Хорошо сделано, сестра Эда. Не забываешь про деньги. Да, сестра. Провинциалов легко дурить. Что? Привет, Лерой. Давно не виделись. Знаешь девчонку, за которой гонятся эти черы? Ах ты! Сколько будут стоить ее координаты? Это подло! Ты узнал, где Джейн? Да, босс. Лобус, трусливый дурак, займешь его место. Да, босс.
Слушай, Рассел, эти городские ублюдки просто тупые макаки в одежде. Ага. Подумать только, даже монашки в церкви в меня стреляли. Да. Босс, Черт, ты не представляешь, как я хочу убраться из этого богом проклятого места и вернуться в цивилизованную Флориду. да, Америкосы. босс. Рассел, схвати эту индусскую и приведи ко мне любой ценой. Я ее накажу так, что Дахау покажется курортом. Да, босс. Я приехал с вами из Флориды только ради этого. Ауф. Через 3 дня будете любоваться закатом на Карибах вместе с Доном Джероламо. Босс, предоставьте это мне, крутому Расселу, сокрушителю проблем. Крутой ковбой Клинт Иствуд. Хотя до Клинта Иствуда ему далеко. Господи, да, Эда, конечно, сука. Ну. Ох, я... Ну чего, занозу посадила? Я убью тебя! Так подло зарабатывать деньги. Это реально Давай подло. пополам. Вот я и говорю, что ты дура. Давай пополам. Надо усыпить внимание и брать уже тепленькими. Усыпить? В смысле усыпить? Это как игральные автоматы. Подожди немного и посыплются деньги. Эй, да что ты? Мы на месте, девушка. А, У тебя ужасное лицо. ЦРУшники. Что ты натворила еще? Чего? Я работаю на лучшего в мире фокусника, который пешком ходил по Галилейскому морю. Так что это фигня. Ну, Рок, пригнал машину? Идем. Слушай, а куда мы? Пока. Эй, Эда! Монашка? Ну, Эда! Черт. Кого из вас прислал Лобос? Всех за этим столом. Хорошо, вот ваша работа. нифига себе. $1000 за голову. Она в гостинице Рамсап. Необходимо взять ее живой. Будет сопротивляться, можете ее скрутить. С такой работой любая шпана справится. Чего зря болтаешь, придурок? Мне и так не скучно. Зачем мне мелочь? Слушай, Шэньхуа говорит дело, ковбой. Вали в Остин к своим коровам. вы это... Шибко ты раскомандовался, а сам здесь первый день. Зови сюда Лобоса. Представь нам новых. Этого достаточно. Это что такое сейчас? А ты кто? Я ее тоже не помню. С кем она работает? У нее что, голосовых связок Что нет? это значит, Шэньхуа? На прошлой неделе ты приходила ко мне с работой. Я? Ой, опоздала. Извини, все готово? Покажи метод работы. А, Шеф-Чанг прислал образец. образец? Нарезать или кусочком шеф не сказал. Значит, все равно. Ладно, я принесла. Дальше сама. Все понятно. Пока. Чистящийся Сойер. Так вот ты как выглядишь. Ты всегда в белой маске и очках. Конечно, мы не узнали. Закончили, вернемся к делу. Там новые лица. А, точно. Никогда не видела. О боже. Эй, как вас звать? Я Клод Вивер, факел. Лоттон. Волшебник. Я, конечно, извиняюсь, но у вас там что, молоко? Я не пьющий. Ненавижу пиво. А я по религиозным причинам. Странные какие. А оружие у вас какое? Вот. А у тебя на пистолет не похоже. Взрывчатка, да? Ну да, понятно, почему факел. Придурок, спалишь тут все. Короче, понаехали А сюда. ну прекратите. Ну, мы все поняли, какое у кого оружие. Все Больные. довольны, да? Покончим с этим делом и выпьем. Гостиница Рамсап далеко? Лучше ехать на машине. Это за твой счет. Черт. Ковбой,
Эй, что тупишь? Мы уедем. Так, здесь нормально. Тормози. Спасибо, приятель. Здесь правда нормально? Я ее не понимаю. Кого? Помолчи. Если подождем, здесь случится кое-что любопытное. Как-то это Тварь. нехорошо звучит. Нет, ну это капец. Реально капец. Бедная девочка. Реально жалко. Ох, ё. Короче, на нее самые страшные бандюганы по этого города наехали. Короче, ей очень не повезло связаться с козлами мирового масштаба. Да. Даже перечислю. Я прямо успел всех записать. Так. Так, ну, ясное дело, Эда там что-то... сестра Эда что-то задумала. Так. Шаньхуа со своим этим пьющим блондинчиком. Чистильщица Сойер. Клод Вивер. Факел. И Лоттен волшебник. И, видимо, все из них, скажем так, с очень-очень-очень приключенческим детством. Ясное дело, не таким, как у бедных близнецов, которых были в прошлой арке, но тоже сойдет. За девочку, за Джейн Банкнота объявлена награда. Объявлена награда $1000. Господи, за фальшивомонетчицу объявлять $1000, это такая иронично на самом деле. Ну что поделать, эта работа кажется очень легкой, и поэтому всего лишь $1000. Такая халтурочка. Справиться с бедной девочкой, которая даже не понимает, куда попала, в какой город и по каким правилам тут все живут, и не способна жить по этим правилам из-за того, что у нее мало сил. Ясное дело, маленькая халтурка. Самая крутая сцена была в церкви. Это было просто шедеврально. Особенно, когда «И пойду я долиной смертной тени». Это рассказ о том, что он взял с собой. Ясное дело, он взял с собой это. Нифига, у него было... Он же был еврей, у него израильская модель. Это было реально круто. Мы узнали, что Рок уже скоро исполняется год, как он с этой командой, как с Черной Лагуной. С компанией Черной Лагуной. И Эда постоянно спрашивает Рэви, у вас там между этим япончиком и тобой что-то есть или нету, Господи, задолбало. Если честно, мне тоже интересно, будет между ними что-то, но скорее всего нет. Рэви, что-то мне кажется, что там у них будут больше отношения сестры и брата. Ну, чистильщица Сойер, кстати, меня, если честно, очень сильно восхитила тем, что... Господи, это что за маньячело? Видимо, она чистильщица, потому что ей приводят людей, и они без следа пропадают. Даже зубов не остается. И все, между прочим, ее знают. Если вы заметили, все ее прекрасно знают. Видимо, там некоторые трупы к ней водили. А, так вот как ты выглядишь. Она вечно толстая. И она не говорит, видите, у нее голосовые связки порваны. Ну, я этим хочу сказать, что вот очень таким сильным визуалом, знаете, главное визуально построить персонажа правильно, а сам потом зритель сразу, если может додуматься, что за прошлое у него за спиной, то это очень даже круто. Но это, ясное дело, сразу не понять, просто вот, например, Клод Вивел, Факел. Почему его называют Факел, понятно. Он религиозный человек, по религиозным убеждениям не пьет. Почему волшебник Лоттен, понятия не имею. Надеюсь, нам это потом объяснят. Девочку, я имею в виду Джейн Банкноту, за фальшивомонетчикство ее преследует, чтобы она сделала классные банкноты. Но она, правда, никого не пыталась обмануть. Правда, видимо, это очень сложная работа была. Обработка информации, связь между некоторыми людьми. Тогда интернет, между прочим, была вещью не такой уж и старый, а это была сравнительно новая вещь, специалистов было намного меньше, и интернет, такая вещь, как интернет был, работал тогда абсолютно по-другому, и программные обеспечения были абсолютно другие. Господи, тогда Windows был... Тогда, видимо, это был Pentium 3, даже не 4, Pentium 3, вы представляете, какое старье? А?
И если честно, я немножечко был шокирован. Во-первых, в мангаке большая уважуха. Я прямо слушал эту Джейн, если честно, да, я пытался вникнуть в ситуацию, но нифига не понял. 100% мангака консультировался. Есть даже специальный швейцарский печатный станок. Одно время мы использовали принтер Heidelberg МФ. Печать серийных номеров на оттиск. Дают более правильный красный тон на печати номеров. Вот я реально в этом уверен, что он консультировался. Потому что, ну, такие подробности, какие хорошие знать. Вот он тупо 100% проконсультировался с банкирами, 100% с аналитиками. Ну, подобная вещь, вот, например, есть у ФБР отдельный отдел по поводу фальшивомонетчества. Вот серьезно, есть такой отдельный отдел. Если вы знаете, если вы помните, был такой фильм «Поймай меня» не было, а он есть, слава богу, фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь», с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом. Аналогичная ситуация, он там, но он там не деньги печатал, а он не деньги, господи, делал фальшивые, а делал фальшивые и чеки, чтобы потом в банк заходить и забирать. Ну и, короче, все понятно, что с этой бедной девочкой произойдет. Реви, я не знаю сейчас, что задумала Эда, например, сестра Эды, что она задумала. Я понятия не имею, что она задумала. Вот серьезно, здесь очень интересная ситуация. Я до сих пор не понял ее план. Я до сих пор не понял, ей что, скучно? Или что она тут сделала? Бедную девочку спасла, потом отправила туда, потом остальным сообщила, потом едет снова туда, чтобы ее спасти или что? Вот реально, я такого больного плана в жизни не видел. Вот я не знаю, в чем цель этой многоходовки. Понятия не имею. Ну, если честно, любопытненько, чем вся эта история закончится, потому что у той девочки, видимо, банкноты с собой фальшивые. Будет очень интересно посмотреть, чем вся эта история такая закончится. Что ж, это была 4-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Спасибо, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 5-й серии. Удачи!